На кыргызско-таджикской границе произошла очередная провокация со стороны Таджикистана. Накануне, 4 июня, их военные вошли на спорную территорию. Пограничники установили контейнер под покровом ночи и проникли на территорию Чоңалайского района на 1000 метров вглубь. У нас еще свежи в памяти апрельские события. Наша команда провела собственное расследование. Смотрите в выпуске. Кто первым открыл огонь? Карта НАСА показывает, что горели лишь кыргызские села. Траты Таджикистана на боеприпасы составляют сотни миллионов в последние годы. В Таджикистан накануне событий прилетает грузовой самолет, который связан с торговцами оружием. 29 апреля начался вооруженный конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана. Десятки погибших, сотни раненых, более сотни домов сожжено, десятки тысяч беженцев. И это за 2 дня боевых действий. Очень много вопросов, кто начал, что произошло, где происходило, что фейк, а что нет. Темиров Лайв публикует результаты своей многодневной расследовательской работы. Мы отвечаем и в то же время задаемся вопросами. Кто сделал первым выстрел? Таджикистан говорит, что Кыргызстан, а кыргызская сторона заявляет, что Таджикистан напал. Тем временем кыргызстанские НПО готовятся подать в международный суд, собирают доказательства. Мы просмотрели видео и утверждения и проверили. Итак, поехали. Начало стрельбы по официальным данным пограничников Кыргызстана зарегистрировано 29 апреля в 13 часов дня на территории водораздела Головной. Есть несколько видео, в описании которым утверждается, что именно на нем мы видим начало. Давайте подробно рассмотрим каждое из них. Таджикистанское издание «Азия Плюс» распространило видео под названием «Начало конфликта». В субтитрах пишется, что жители села Ходжайло и пограничники убегают от вооруженного нападения кыргызстанских военных. Когда они поднялись, кыргызская сторона открыла огонь, пишет авторы видео. Слышна стрельба, и действительно события происходят в районе водораздела Головной. Вот гора на видео, а вот гора в программе Google Earth. Разница есть, но небольшая, но это Google Earth. Там не все идентично оригиналу. 2 скалы напротив, где-то мы это видели, да, на фотографии водораздела Головной. Вот тот дом, за который забегают люди, и в сторонке тень от туалета. Мы выяснили, что это Головной, и авторы не врут. Жителям села Ходжайло идти до водораздела несколько сот метров. Ну и пограничники засели в окопах, сделали здесь заставу. А теперь определим время. Вот он столб, камера направлена в сторону ущелья Кваруху и Аксай. Находим такое же положение на карте Google Earth. Видим, что север сзади. Угол тени нам показывает, что время около часа дня, что совпадает с официальными данными. Это видео уже с другой стороны и другого ракурса. Это пограничники Кыргызстана сняли через оптический прицел. На кадрах мы видим дерево и угол тени. Он идентичен предыдущему видео. То есть мы имеем дело с кадрами в одно и то же время. Что происходит с кыргызской же стороны? Здесь на видео таджикистанцы зашли на водораздел Головной. Никого из кыргызстанской стороны не видно. Пограничники Кыргызстана просто наблюдают, но в один момент начинается стрельба. И мы слышим, что стреляют целенаправленно в сторону военных Кыргызстана. Вот это. По диалогу старшего боевой точки мы понимаем, что было принято решение открыть огонь в ответ. На том же видео Азия Плюс мы сможем увидеть, что 29 апреля в час дня навстречу стороны шли вовсе не вести мирные переговоры. Итак, погадровый просмотр показывает намерение. На 3-й секунде мы видим, что пограничники вооружены и защищены блиндажами. На этом кадре видим вооруженного пограничника Таджикистана, спрятавшегося за деревом. 9-я секунда видео, человек в форме убегает, а в руках у него ручной гранатомет типа РПГ. За ним мы видим человека в гражданском с длинным предметом в руках. На других кадрах мы сможем рассмотреть этот предмет детально. Это охотничье ружье.
Этот же молодой человек забыл выбросить камни. А на этих кадрах мы видим даже рогатку. То есть эти люди пришли на водораздел Головной вовсе не вести дружественную беседу. Ну и человек в военной форме на переговорах с РПГ. Это тоже показательно. Сопоставив видео из открытых источников, команда Темиров Лайв пришла к выводу, что на водоразделе Головной дважды, 28 апреля и 29 апреля, жители и пограничники двух стран сознательно шли на конфликт. Первую стрельбу открыла таджикская сторона. Если до этого разбирались местные жители, то дальше уже в ход пошло оружие. Из видеороликов, снятых в первые дни, мы видим, что конфликт на границе начала кыргызская сторона. Далее уже рассматриваем военные действия. Таджикистанская пропаганда в социальных сетях утверждает, что эти кадры захвата пограничной заставы Ходжайло. Но мы смогли идентифицировать место. Снимали сверху, с автодороги, а само действие происходит в селе Кокташ. Кыргызские пограничники вели бои в кыргызском селе. Сообщение же о захвате касалось пограничной заставы в селе Ходжайло. Это в 3 километрах пути от места съемок. В самом селе Ходжайло окопы пограничной заставы стоят впритык через речку. Мы их видели на видео Азия Плюс. Позже таджикские власти официально опровергли, что их заставу кто-то захватил. На эти кадры попал выстрел из ручного противотанкового гранатомета. Дальность стрельбы РПГ составляет 700 метров. С этого места легко простреливается пограничная застава Достух. 29 апреля, по официальным данным, таджикистанские войска провели атаку на 5 приграничных застав. Это видео – прямое доказательство вторжения таджикистанских войск на территорию Кыргызстана. Мы идентифицировали место и время и даже попросили съездить туда местных жителей. Само же видео с таджикистанскими военными было снято 1 мая. Если смотреть на спутниковые карты 29-30 апреля, в этой местности была ясная погода. Лишь 1 мая появляются облака и небо идентично тому, что на видео. То есть до 1 мая в этой точке располагались таджикистанские военные. Отсюда легко простреливается деревня Интернационал и то место, где от осколка гранатомета погибла 12-летняя Мадина Рахматянова. Это была первая часть большого расследования. Видеодоказательства показывают, что конфликт начался на водоразделе Головной. Первое огнестрельное оружие применила таджикистанская сторона. Начав конфликт, таджикистанские военные не остановились на этом. И нападению подверглись села и пограничные заставы Кыргызстана. Далее в выпуске. Самолет торговцев оружия в Худжанде, пожары на карте НАСА и траты стран на оружие. Спутники НАСА 29 и 30 апреля зафиксировали крупные пожары в приграничной зоне Кыргызстана и Таджикистана. Команда Темиров Лайв в совместном Bellingcat изучили эти снимки и установили координаты мест возгораний. Масштабные возгорания они начали фиксировать с 29 апреля, примерно в 9 часов вечера. По координатам нам удалось установить, что это было в приграничном селе Махсат. Сравните, как оно выглядело до событий и после. В одном из первых участков пожаров мы видим сгоревшую школу. Позже очевидцы рассказали журналистам, что это следы от минометного обстрела. В тот же квадрат попадают несколько жилых домов. Идем дальше. Следующий квадрат – территория погранпоста в том же селе Махсат. Примерно 800 метров от школы. Карта НАСА показывает, что в этом участке пожары начались 11:30 ночи. Вот здесь вот футбольное поле. Немного ниже и с правой стороны сам погранпост. Крупные пожары спутники НАСА также засняли в селе Арка, ближе к полуночи 29 апреля. На этих кадрах мы видим разрушенные АЗС, сгоревшие дома и магазины. На видео автозаправочные станции вдоль трассы в сторону села Арка. А это уже сгоревший дом, который попал под обстрел в селе Интернационал.
Он находится в 500 метрах от места, где останавливался спецотряд Таджикистана. Перемещаемся в село Коктерек, которое было разрушено практически полностью. В сети распространили видео, где видно, как человек в гражданском установил флаг Таджикистана на АЗС. В это время вокруг горят дома, а таджикские военные направляются в сторону села. Здесь спутник зафиксировал пламя примерно 23:36 ночи 29 апреля. Второй случай, когда люди в гражданском устанавливают таджикский флаг на территории Кыргызстана, произошел в селе Борбордук. Борбордук. Байраки Таджикистана. Здесь первые дома начали гореть 29 апреля. НАСА заснял пожары в то же время, в 23:36. А это уже село Аксай, которое граничит с анклавом Варух. По данным спутников НАСА, дома здесь начали гореть примерно в час ночи 30 апреля. Это сгоревший дом находится примерно в 200 метрах от въезда в Варух. Направляемся в один из отдаленных сел Кыргызстана. Это село Доступ, вблизи с таджикским городом Исфара. Как видите, и здесь есть пострадавшие дома. Как ранее рассказывал Булат Темиров, это дом, по которому открывали огонь из ручного гранатомета. Сейчас остались лишь остатки дома. А на этих кадрах погранзастава. По данным спутника НАСА, начал он гореть тоже в 23:36. Села Арка и Махсат продолжали гореть ночью 1 мая. Кстати, в ночь с 30 апреля на 1 мая НАСА также зафиксировал еще несколько пожаров. Мы их тоже проверили и выяснили, что это не приграничные участки Кыргызстана и Таджикистана. Одна из точек находится в Ферганской области, другой участок, где произошел пожар в Бекабад, это в Узбекистане. Это все, что показала спутниковая карта пожаров НАСА по баткенским событиям в апреле 2021 года. Я напомню, что в результате вооруженных столкновений на кыргызско-таджикской границе в кыргызских селах сгорели 136 домов и 84 соцобъекта. Сейчас люди вынуждены жить у родственников или в палатках и мобильных домах, выделенных МЧС Кыргызстана. С вами был Арген Камалдинов. До новых встреч. Самолет торговцев оружия в Фуджанде и траты стран на оружие. Знаете ли вы, сколько денег на вооружение тратят Таджикистан и Кыргызстан? Только по официальным данным, в прошлом году Таджикистан купил боеприпасы на $2,5 миллиона, а Кыргызстан не потратил ни $1, то есть ничего не покупал. Вообще ничего, ни гранат, ни оружия. Всем привет, вы на канале Темиров Лайф, и сегодня мы с вами сравним военную мощь этих двух стран. В апрельских событиях на кыргызско-таджикской границе Таджикистан использовал танки, боевые машины, вертолеты и другое вооружение, а кыргызская сторона использовала БМП и БТР. После конфликта в соцсетях началось обсуждение, армия какой страны сильнее. Тогда приводились данные из разных источников и не всегда озвучивались верные цифры. Мы решили собрать данные из более достоверных источников и покажем в этом выпуске количество военной техники Кыргызстана и Таджикистана, а также импорт боеприпасов за последние 5 лет. Давайте начнем с военной техники. За эти годы ряды боевых машин не сильно пополнились. У армии Таджикистана появились 10 бронированных разведывательно-дозорных машин. У кыргызской стороны прибавилось таких же только 9. Все они были подарены Россией. Смотрите, казалось бы, у Кыргызстана больше танков и другой военной техники, и, соответственно, ее армия должна считаться сильнее. Но вот в чем дело. Таджикистан постоянно усиливает свою армию и только за последние 5 лет потратил на это 121 миллионов 90 тысяч долларов. Давайте разберем этот момент детально. Мы изучили импорт Кыргызстана и Таджикистана. Отмечу, что TradeMap дает цифры согласно официальной статистике. За эти 5 лет только на оружие и боеприпасы Таджикистан потратил 38 миллионов 756 тысяч долларов. Самые основные поставщики – Китай и Россия.
Как импорт боеприпасов связан с событиями в Баткене? Сейчас все увидите сами. Вот на этих кадрах видно, как в село Коктюрек вручную подтягивают ящики с боеприпасами. На нем ООНовская маркировка UN-0012. Это патроны для мелкокалиберного стрелкового оружия. А здесь мы видим современную снайперскую винтовку XM2010 американского производства. После конфликта в кыргызских селах остался целый арсенал неразорвавшихся мин и гранат. К примеру, этот заряд гранатомета имеет натовскую маркировку. По оценкам специалистов, это гранаты китайского производства. Они предназначены для автоматического гранатомета. Кыргызстан. Здесь с импортом боеприпасов дела обстоят печально. В последний раз власти покупали бомбы, гранаты и похожие средства для боевых действий в 2016 году на 2 миллиона 18 тысяч долларов. Теперь обсудим импорт военной техники. Так как по данным Международного института стратегических исследований количество боевых машин не меняется, можно предположить, что покупали запчасти для них. С 2016 года по 2020 Таджикистан потратил на этот пункт 82 миллиона 334 тысячи долларов. В Кыргызстане здесь ситуация аналогичная с боеприпасами. В последний раз закуп производился в 2016 году на 2 миллиона 569 тысяч долларов. Если посчитать в общей сумме по всем видам, то Таджикистан потратил на усиление вооружения за 5 лет 121 миллион 90 тысяч долларов. Самым главным партнером-поставщиком являются Россия и Китай. Кыргызстан потратил за эти 5 лет всего 4 миллиона 587 тысяч долларов. Основной поставщик также Китай и Россия. Мы видим значительный разрыв в покупке вооружения двух стран. Почувствуйте разницу: 121 миллионов долларов и 4,5 миллионов. От конфликтов и войны страдают простые люди, а зарабатывают торговцы оружием. Но об этом смотрите далее в материале Ахтилека Капарова. Накануне событий в Баткене в таджикский Худжанд прилетел грузовой самолет из Дубая. Мы нашли связи этого лайнера с незаконными поставками оружия в горячие точки мира. Итак, поехали. Череда странных совпадений начинается за день до событий. 27 апреля в 15:36 дня происходит нечто, оставшееся незамеченным. В аэропорт Худжанд приземляется королева неба. Именно так называет Boeing 747 любители. Прилет такого лайнера в небольшие города мира – целое событие, но в Худжанд он прилетел без шума и фанфар. Так, что это за самолет? Если смотреть историю полетов, то рейс в Худжанд для него нетипичный. Основные рейсы этого борта связаны с городами Бишкек, Макао, Эр-Рияд и Карачи. В Худжанде самолет пробыл почти 12 часов, а после вылетел в Бишкек. 28 апреля начинается столкновение у водораздела Головной, а за день до этого в приграничный город Худжанд приземляется огромный грузовой самолет. Давайте попытаемся разобраться, что может доставить этот борт в Таджикистан. Номер самолета EX47001, и принадлежит он авиакомпании Aerostan. Она зарегистрирована в Кыргызстане и имеет иностранное участие. 6 октября 2020 года соучредителем фирмы становится человек по имени Накви Саед Камран Мехдираза. Итак, вопрос: откуда такой интерес к кыргызской компании и почему? Это новостной сюжет пакистанского телеканала про крупную компанию Swiss One Group. И как мы видим, помимо авиаперевозок, они рекламируют вооружение. Новейшие автоматы, танки, вертолеты, беспилотники и даже истребители. Интервью дает председатель группы Swiss One Саид Ирфан Ахмед. А рядом с ним стоит новый учредитель авиакомпании Aerostan Камран Накви. Новый владелец кыргызстанской компании входит в топ-менеджмент Swiss One, а это Александр Горюнов. Он также в топ-менеджменте. Тут Горюнов рассказывает о продукции российского военно-промышленного комплекса для Пакистана. И продукцию российских производителей ВПК для Пакистана, для его обороноспособности. Поэтому я думаю, что дорожка налаживается. И более того, в рекламных проспектах группы мы можем увидеть фотографии самолета, похожего на лайнер Аэростана. Так, стоп!
Российско военно-промышленный комплекс, танки, автоматы, Пакистан. Что дальше? А дальше больше. Смотрите далее. Африканский след торговцев оружием, история лайнеров, казахские, молдавские, армянские и украинские компании, соглашение Пакистана и Таджикистана о покупке оружия. Перемещаемся в Казахстан. Смотрите, в 2020 году приостанавливаются сертификаты 3 казахских авиакомпаний Asia Air, Sigma Airlines и Genis Air. Все также за подозрение о продаже оружия в Ливию. А 23 сентября казахскими властями принимается решение о введении новых правил регистрации самолетов. В целях сохранения имиджа нашей страны от действия недобросовестных зарубежных авиакомпаний, вовлеченных в непрозрачные схемы поставок вооружений и военной техники в зоны конфликтов или в страны, находящиеся под санкциями Совета Безопасности ООН, разработаны дополнительные условия для регистрации воздушных судов, предназначенных для перевозки груза и их последующего контроля. Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Эти же 3 компании попадают под санкции Совета Безопасности ООН. И вот оно совпадение. Как только такое решение принято, в кыргызской компании Аэростан меняются учредители и появляются новые самолеты. Эти лайнеры раньше летали под флагом той самой санкционной компании Sigma Airlines, от которой Аэростану достались злополучный Boeing EX-47001 и аэробус под номером EX-3302. Интересно, а с кем связан сам председатель Swiss One Group Саед Ирфан, и при чем тут НАТО, Афганистан и молдавские авиакомпании? Смотрим далее. Саед Ирфан Ахмед тоже владел компанией в Кыргызстане, а соучредителем с ним в фирме Avicon Aviation была довольно засветившаяся во многих странах личность. С Маликом Билал Насиром связан скандал с незаконным перелетом вертолетов из Афганистана в Кыргызстан. Малик Билал Насир – личность в околоавиационных кругах весьма известная. По данным следствия, он 1973 года рождения, уроженец Пакистана, гражданин нескольких стран. В последнее время проживает в российском городе Можайске, ранее не судим. Кроме того, имеет кыргызские и молдавские паспорта и резидентскую визу Объединенных Арабских Эмиратов. Прилетевшие из Афганистана вертолеты, как сообщается на сайте Радио Азатык, силы НАТО использовали в Афганистане для перевозок военных грузов. Малик Билал Насир также связан со скандалом с молдавскими авиакомпаниями, попавшими в отчет Совбеза ООН за поставки оружия в ту же Ливию. Малик Билал и Мухаммад Амир несколько лет назад владели почти половиной акционерного капитала Гриксона СРЛ. И в настоящее время Малик Билал вместе с Владимиром Гиланом является основателем Оскарджет СРЛ. В целом, со Swiss One Group связано множество авиакомпаний из Казахстана, Молдовы, Армении, Таджикистана, Украины и Кыргызстана. Мы можем заметить одну особенность. Как только какая-то из компаний оказывалась в санкционных списках, либо в отчете Совбеза ООН, она тут же передавала свои самолеты в другие компании. Так, к примеру, лайнер с бортовым номером ERIBU был оформлен на молдавскую авиакомпанию Airstork. Именно этот борт попал в отчет Совета Безопасности ООН от 2017 года. А в 2018 году он же переходит украинской авиакомпании Европа Air. В июле 2019 года Украина отзывает сертификат у компании, и буквально за месяц до этого в Ливии были уничтожены 2 самолета Европа Air. В результате обстрела 26 июля в Ливии были уничтожены 2 транспортных самолета Ил-76ТД, принадлежащие украинской грузовой авиакомпании Европа Air. После инцидента Госавиаслужба Украины приостановила действие сертификата эксплуатанта этого перевозчика. Но бывший молдавский лайнер уцелел и уходит в Казахстан в компанию Easy Air. А в 2020-м уже Easy Air попадает под санкции Совбеза ООН, потому что поставляла оружие в Ливию. Соответственно, нужно менять вывеску. И поменяли на кыргызстанскую компанию FlySky, а затем и армянскую. Easy Air передал кыргызстанской компании сразу 2 санкционных самолета, о чем пишут африканские СМИ.
Fly Sky Airlines, появившаяся в Центральноафриканской Республике и Эритрее в конце 2020 года, является последней компанией, созданной операторами военно-транспортных самолетов из Казахстана, Украины и Молдовы, которые уже давно работают в Ливии, в основном на стороне генерала Хафтара. FlySky также связан с уже упомянутой Swiss One Group через того самого вездесущего Малика Билал Насира. И это только один пример. В этой схеме замешаны десятки авиакомпаний, в их числе Аэростан. Перед началом событий в Баткене борт именно этой разветвленной международной сети прилетал в Таджикистан. Мы не утверждаем, что они привезли оружие. Это требует тщательного международного расследования. Мы просто задаемся вопросами. Были ли события в Баткене спланированными или цепью случайных событий? Знают ли наши власти и госорганы о том, что в Кыргызстане работают сомнительные авиакомпании? Прикрывают ли они их деятельность? И только недавно мы узнали, что президент соседней страны Рахмон посетил Пакистан. А радио Озотлык сообщает, что Пакистан поставит Таджикистану оружие собственного производства. И круг замкнулся. Итак, итог. Начало конфликта было не спонтанным. Фактически это было вооруженное нападение. Кыргызстан от конфликта пострадал больше. Тому подтверждение карта пожаров НАСА. Таджикистан активно закупается оружием в последние годы. За день до начала конфликта в приграничный с Кыргызстаном город Худжанд, возможно, была доставлена очередная партия для ведения боевых действий. Ну и последние события показывают, что таджикские власти во главе с Эмомали Рахмоном не намерены останавливаться и продолжают провокации на спорных приграничных территориях. Мы же продолжаем отслеживать ситуацию. Подписывайтесь на YouTube-канал Темиров Лайв. До новых встреч!